Привет, с вами Алена. Давайте снимем американские ногти, а то я все показываю, как они делаются, и мне прилетает очень много вопросов, как же на них делать коррекцию, или снимать, или что там с ними делать. Я предпочитаю их снимать полностью. Во-первых, сегодня мы не будем наращивать, а хотим сделать свои короткие, а во-вторых, это повод показать вам, как же с этим работать. В общем, спиливаем сначала просто цвет и убираем длину. Дальше по старой доброй схеме берем ватный диск, мочим его в жидкости для снятия лака или гель-лака и заворачиваем в фольгу. Ждем несколько минут, но нам не нужно дожидаться, когда покрытие растворится полностью, то есть что-то на ногте останется. И дальше работаем твердосплавной фрезой, прямо по влажному размокшему гелю. Снимается очень быстро и мягко, ничего не греется. В общем, дальше мы решили избавиться от длины совсем. Вот такое вот странное желание у нас возникло под Новый год. Но дело в том, что моя клиентка очень часто носит длинные ногти, и тут вдруг у нее непреодолимое желание. Хочу, говорит, короткие, какие-нибудь веселые. Хочется новогоднего настроения. В общем, задача была поставлена, и мы стали разрабатывать план. План того, какой же у нас будет маникюр. А для начала, конечно, нужно выполнить все подготовительные процедуры. Поэтому используем присыпку для того, чтобы фрезы не забивались и шли мягче. Я в работе использую алмазную фрезу морковку, она же педикюрная фреза, как ее только не называют. В общем, основной ее смысл заключается в том, что у нее большая рабочая поверхность, и ей легко и быстро можно сделать не только педикюр, но и маникюр. И да, я только что срезала твизерами, а не кусачками. Дело в том, что в новогодней суете у нас закончились инструменты, поэтому работали тем, что было, шлифовали силиконовым вот этим вот, как он там называется. В общем, кто знает, напишите. Другую штуку для шлифовки я использовала, которая обычно не работает. В общем, все обезжирили, протерли, и мы готовы к тому, чтобы выравнивать базой. Взяли прозрачную базу, все просушили, и дальше перейдем к выбору цветов. Я взяла вот такой вот нюдовый оттенок, чуть-чуть с черничным подтоном. Кстати говоря, насчет тонов. Знаете, да, какой новый цвет следующего года? Такой нежно-лиловый пантон, там тоже какой-то он называется. В общем, чувствую, скоро все маникюры будут фиолетовые, и мы тоже медленно двигаемся в эту сторону. Наносим его как однотон на все пальцы, кроме мизинца, потому что на мизинчиках у нас будут блестки. И вот этот цвет особенно классный, потому что он приятного, теплого, серебряного оттенка. В общем, как называется брызги шампанского, так оно и есть. А сделаем мы вот такой дизайн, который предварительно отрисовали на типсах. Потому что я до последнего не думала, что у меня вообще получится эта клетка. Я 100 лет такого не рисовала. В общем, начинаем с грязно-зеленого оттенка, рисуем просто широкий крестик. Тут самое главное все элементы просушивать отдельно. Просушили, дальше этот же цвет разбавляем стопом, чтобы получить эффект тени. Тенью также прорисовываем с каждой стороны и отправляем на просушку. Дальше берем, естественно, красный, новогодний, он обязательно нужен, цвет акцентный. И рисуем в противоположной части ногтя такие же симметричные полосочки, но уже более тонкие. Также мне в рисунке понадобятся блестки, поэтому я их предварительно выложила на салфетку, пусть прозрачка утечет и останется только блестящее содержимое. Пока там все это дело готовится, я взяла желтенький и прорисовала имитацию таких вот ворсинок. Мне кажется, смотрится очень прикольно, а это я видела где-то на шарфе, или что-то вроде того, я точно не помню, но мне показалось, что как-то так должна выглядеть новогодняя клетка. Мои блесточки уже готовы, и я прорисовываю средней ширины линию, дорабатываю дизайн и, в общем-то, готова любоваться результатом, там останется только топ. Но у нас есть еще указательный, средний и большой, там был план на гирлянды, но потом что-то пошло не так, и мы решили сделать просто точки, то есть такой эффект огоньков. Выбрали контрастные цвета, просто натыкали, все просушили. А мизинчику досталось сердечко. Кстати говоря, поставьте лайк, такое же красивое, как это маленькое красное сердечко. Только посмотрите, какой милаш у нас получился. И все, что нам останется, это закрыть всю нашу новогоднюю красоту топом, получить порцию новогоднего настроения, и можно идти за подарками. А все, кто досмотрел, большое спасибо за просмотр. С вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. И не забывайте, берегите себя и свои ногти. С наступающим всех!